Всем привет! Мы по утрам с Ромой, не каждый день, конечно, устраиваем такую пешую прогулку в гору для общего здоровья. Хочу показать вам вот эту дорожку, по которой мы каждый раз идем. Видите, какая вся зеленая. Никто здесь не живет. Мы вышли из дома, кстати. Вот у нас никаких соседей нет. Что-то все пообрезали. У людей участки слева и справа. Домов, правда, нет, но они приходят. У них тут растут бананы, гвоздика. Кто-то едет. Видите, бананов сколько. Тут проходит у нас, не видно это, наверное, да? Трубы, водопровод. Наша труба идет толстая. Вот у нас такая плохая дорога здесь. Обещали сделать дорогу полноценную. Конечно, не асфальтированную, бетонированную. И то не сделали. Выше, конечно, там сделали в гору. Люди радуются, а нам решили не делать. Вот у меня муж говорит, может, еще и лучше, что не делают, движение не такое активное, машин у нас очень мало проезжает. В основном мотики местные, кто здесь живет, вот выше, туда ездят обратно. Шума мало и пыли меньше. Вот видите, женщина каждый день она собирает эту травку. Не знаю, может, у нее корова, такие козочки, может, даже курицам. Курицы вообще-то у них бегают в свободном полете сами по себе. Я думаю, что, наверное, все-таки коровка какая-то есть. Саламат паги. Вот здесь стояла такая манговая роща. Очень большие манго здесь стояли, несколько деревьев. Их вырубили буквально год назад, наверное. И вот сейчас только решили построить дом. Я так понимаю. Видите, какая крутая. Я сейчас покажу вам. Вот такой крутой подъем. Вот это вот вниз дорога. Вот такая вот крутая. Здесь очень сложно строить, когда крутой подъем. Вот я даже не заметила, не видела, чтобы они фундамент делали. Они, по-моему, вообще фундамент не делали. И вот сразу ставят стены. Видите, как строится. Hello, Kadek. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, Ma. Jalan-jalan. Kira itu aja nih, kira oke ngatur ya, jam 7. Kalau megai, mayo pengen ngatur ya gini. Kan tadi RT 1 ya agak belum. У нас главный водопроводчик по телефону говорит, да? Гидешка. Все такие люди дружелюбные. Это сидел на стройке Кадек. Он нам тоже помогал в строительстве нашего дома. Очень трудолюбивый человек, ответственный такой. Не мастер, но не лентяй.
Это у нас первый дом от нас, если подниматься в гору. Ничего не видно, правда? Видите, кругом пустая земля. Строй не хочу, покупай и строй. Идем, идем по нашей тропинке. Сейчас будет большая вилла. Здесь отдыхают иностранцы в основном. Очень большая вилла, очень красивая. Хозяин у них индонезиец. Постоянно стройка. Здесь уже сколько? Раньше нас уже стояла вилла здесь. У нас еще даже фундамента не было. Мы заходили как-то с Сашей, смотрели. Очень красивая. Несколько уровней там. Потому что, видите, земля гористая, так скажем. Видите, какие красивые ворота. Вот такие огромные ворота. Как в сказку, да? У них бассейн большой. Очень красиво наверху у них. Маракуйя растет вот там. Очень красивая она. Ну, здесь тоже плохо что видно. Наверху у них терраса. Это какой этаж получается? Раз, два, третий, наверное, какой-нибудь второй или третий. Не знаю, было видно вам или нет. Она наверху, Ницан. Это вилла. Дальше мы идем. Я хочу показать вам домик следующий. Но домиками его трудно называть. Это как сарайка, сараечка. Там жила семья. Не знаю, мама, сын или муж с женой, я не знаю. Они очень плохо разговаривают. Мне кажется, у них какие-то проблемы со здоровьем были. Вот такие очень диковатые. И вот они жили в этом домике несколько лет. Мы, когда проходили мимо, я забегала к ним, носила продукты иногда, моющие средства. Ну, как-то хотелось помочь им, потому что наверняка пенсии у них нет. Никакой по инвалидности даже, думаю, нет. Может, конечно, государство как-то помогает, но сомнительно. Вот, кстати, хотела показать вам вот эти деревья огромные. Это все гвоздика. Здесь очень популярна она. У нас тоже дом весь гвоздикой. А со всех сторон растет гвоздика. Смотрите, видите, вот специя эта. Она сейчас, ее много, она усеяна. Деревья усеяны этой. Вот видите, сколько ее вот. Вон, видите, такие соцветия, не соцветия, как их назвать. Ну, тут лучше видно, наверное. О, смотрите. О. Они уже собираются, готовятся собирать урожай. Этой специи очень много собирают урожая, специй этих. Вот как раз этот домик хочу вам показать. Вот этот домик, где они жили, очень бедный. Сейчас пройду, вам покажу. Он буквально даже нет 3 метров, даже 9 метров квадратных нет. Ну, где-то 3 на 3 этот домик. Вот смотрите, тут как положено, цветочки. Вот тут они жили. А может, даже они здесь? Нет, вон тазик с тряпками почему-то. Ну, смотрите, вот в этом предбаннике они обычно сидели, что-то готовили, видимо. А вот эта дверь в дом, вот так они жили. Вот буквально они 2 дня назад съехали.
Вы представляете, какая дверь? Какая дверь, вот какая стена. Вот окошко было даже, видите, даже не было, я думаю, не было даже стекла. Бывает у них такое. Я бы открыла дверь, но стесняюсь. Тут что-то замотали. Вот смотрите, это вот кирпич. Вот этот кирпич. Никакой отделки ни внутри, ни снаружи. Вот, не знаю, зачем они деревья собирают. Дрова, может быть. Наверное, на дровах готовила, я думаю. Понятно же, что ничего нет. Но электричество тут вроде было. Да, есть электричество. Вот все, весь домик. Вот хочу еще вниз спуститься. Сейчас покажу. Тут грязно. А, вот тут она готовила. Вот, я так понимаю, вот у нее было. Понятно. Вот весь дом. Вот представляете, они жили вдвоем вот в этом, даже не знаю, как это назвать, домике. Вот эти кирпичи, у нас, знаете, когда сезон дождей, они же не останавливаются. Вот эти кирпичи, они очень хорошо впитывают воду, и насквозь они мокрые. Я представляю, как они внутри, находясь, жили. Кровати у них, конечно, нет, они на пол обычно бросают матрас, спят на нем. Ну вот я даже не знаю, какой там пол, но, видимо, бетонный. Наверное, бетонный. Бывает даже, что у них просто земля вместо пола. Вместо пола земля. И вот они прямо на землю бросают матрас и спят. И детей много бывает. И все спят на этой земле. В общем, ужасно. Очень большой контраст богатых и нищих, можно сказать. Вот видите, вот крыша разобрана. Вот никакой там ни штукатурки, ни отделки нет. Вот так вот один кирпич был. Вот так люди жили. Не знаю, куда они, бедняги, подались. Очень жалко было их. Это бугенвилия, мой любимый цветочек. Обожаю его. Ну вот мы идем дальше. Снова тишина, здесь ни домов, ни людей. Вот тут раньше был коровник. Было много коров, ароматы здесь стояли стойкие. Но сейчас почему-то давно уже никого нет. Не знаю, с чем это связано. Изжил себя коровник. Так, вот мы поднимаемся. Видите, какой Рома, осторожно. Собачки сделали свое дело посреди дороги. Вот такие крутые. Я сейчас покажу. Такие крутые склоны. Вот. Вот следующий домик. Видите, как далеко друг от друга они находятся. Это красивый домик. Ворота красивые. Я вот хочу показать, вот сюда пройти. Тут у них беседка, они тут сидят, отдыхают, курят. Они любят курить, пьют пиво. Вот видите, как море, как на ладони. Вот такой вот вид. Красивые франжипани. Такие вот булыжники везде. О, какая, смотрите, у них бугенвилия растет. Ё-моё, как я их люблю. Такие пальмочки. У нас тоже такая во дворе есть. Только у них какая-то более красивая, более здоровая. У нас такая, так себе. Видите, какой забор у них красивый. Они любят антураж. Красиво все оформить дома.
Это, я думаю, как это называется? Забыла. Красный и желтый. Но еще бугенвилия растет. Здесь тоже хотели дорогу расширять. Делать тоже что-то до сюда не дошли. Ну все, пожалуй, дальше не пойдем. Идем обратно. Смотрите, какие просторы. Просторы. Мы еще не так высоко живем, да? Люди еще выше живут. Что вообще трудно добраться. Всегда удивляемся, как они туда стройматериал доставляют. И строят еще и не по одному этажу дома. Видите, тоже запланировали, видимо, второй этаж. Чуть не строят. О, трубу пробила. Вода бежит. Очень красивый ты. Ну все у них в бугенвиллии, посмотрите, какая красота. Очень любят здесь бугенвиллию. Вообще очень любят они цветы. Вроде везде растут они на улице. Можно любоваться. Нет, они во дворе всегда сажают очень много цветов. Во дворе, у забора, вдоль дороги. Очень любят они украшать, оформлять свои дома. Внутри у них, конечно, все простенько. Матрас на полу и все. Практически шкафчик какой-нибудь. А во дворе-то они уж стараются делать красиво. Вот здесь тоже, видите, вид. Красота. Красота, море спокойное. Ну вот, пожалуй, все. Сейчас обратно идем. Уже все посмотрели. Вот тоже гвоздика, везде гвоздика. Это у нас, не знаю что, может быть манго. Это манго, большое дерево. Бананы. Пальмы, смотрите, какие высокие. Огромные пальмы. Домики там внизу есть. Пальмы огромные. Вот эта вилла. Смотрите, она перед нами. Видите, у них наверху типа веранда такая. Можно там загорать. У них там лежаки, да, Ром? Лежаки. Зонтиков почему-то нет. Как-то не очень удобно. Потому что солнце такое палящее всегда. Надо как-нибудь еще сходить. Они приглашают, когда мимо проходишь, но как-то неудобно заходить. Сколько зелени. Все зелено. Ну вот сейчас дождливый сезон прошел. Конечно, все зеленое, все свежее, дышит, ароматы. Вот сухой сезон сейчас начнется окончательно. И все начинает потихоньку выгорать. Все становится желтым, сухим, некрасивым. Вот в этот сезон не очень красиво, конечно, сухой. В конце особенно, перед дождями. Но это уже осень. Осенью. Не очень красиво. Тоже гвоздика. Вот видите, какая крыша там была. Ну, страх же Божий. Как они там жили, я вообще не понимаю. Болели, наверное, постоянно. Это же сырость, плесень. Ужасно. Вот еще какие деревья, видите, листья огромные. О, какие листья. Как бы мне тут не навернуться. Дорога шикарная, видите, какая. По такой шикарной дороге мы гуляем.
У нас-то уже получше, конечно. Вниз. Первое время, когда здесь поселилась, мне хотелось каждое деревце, каждый кустик вот этот пересадить себе во двор. И делала ведь так. Всякую ерунду сажала. Потом она мне надоедала, я уже ее не могла дальше выращивать, выкидывала. Сейчас понимаю, что это все мусор таскала я. Чем больше узнаешь остров, природу Бали, тем больше ведь появляется какие-то новые растения, цветы. Узнаешь что-то, встречаешь. И уже эти кажутся такие неинтересные. Обычный мусор. Хочется красивых цветов, чтобы было бы побольше во дворе. Ну и на клумбах, конечно, у забора. Видите, как они построили такую, как это называется, полочки, да? О! Кто это, собачка? Эй, привет! Еще собачка. Привет! Это я не знаю, как называется. Вы знаете, наверное, цветы, как называются. Тут штук 300, наверное. Обслуживающий персонал, видимо, там чирикает. Да-да-да. Цикады. Ну все, прогулка закончилась. Вот наш дом. Наш домик. Цветочки мои. Двор наш. Кто такой лезет здесь? Васюля, ты? Вот и Лёва. Ну пока.